Так, сказал обыватель, денег нет, а по ямам ездить приходится. Обменял через трейд-ин я свой Hyundai Solaris на Renault Duster рестайлинговый. И вот в мае месяце этого года, 2016, приобрел данный автомобиль. Комплектация максимальная, объем двигателя 2 литра, автомат. Первое, что бросается в глаза после Hyundai Solaris, это, конечно, дизайн. Незамысловатый дизайн бюджетного автомобиля с не очень дорогим пластиком. Но руль как руль, в принципе, удобный руль. Сиденья, хоть и кожаные, но немножко жестковатые. Хотя вполне удобные, с боковой поддержкой, с поясничной. В принципе, я устроился достаточно удобно. К сожалению, руль не регулируется по вылету. Ну, в Solaris он тоже не регулировался, так что только по высоте. Следующее отличие – это панель приборов. Спидометр, шкала здесь отличается тем, что в Solaris были скорость 60-80, а здесь 50, 70, 90, 110. Но, в принципе, привык, вот проехав уже 3500 километров, даже где-то это удобнее, потому что по городу всегда едешь там чуть больше. Нету показателя температуры, и вот сэкономили здесь тоже, чтобы посмотреть какой-нибудь из параметров, допустим, общий километраж, время, еще что-то, приходится вот много раз стыкать. Вот, кстати, расход 8,1 литра, это по трассе. В принципе, 95-й бензин, такой расход меня устраивает для 2-литрового мотора. Следующий прикол – это ходовые огни, которые здесь сделаны. Когда вы заводите автомобиль, они автоматически загораются. Да. Чтобы включить ближний свет и габариты, приходится щелкать. Но когда мы автомобиль глушим и выходим из него, раздается писк. Да, потому что автоматический свет фар не выключился. Его нужно выключать руками. Это, конечно, не очень удобно, потому что, допустим, проезжая туннели, днем приходится включать, выключать, вечером ты приезжаешь на заправку, выключаешь, потом садишься, едешь, забываешь включить. Ну, в общем, приходится заново привыкать. Зато есть удобная штука при перестроении. Поворотник можно нажать однократно, и он проморгает 3 раза и выключится, что в одну сторону, что в другую. И это удобно. Но дворники. Вот дворники управляются только раз положение, 2 и 3. Все, никаких больше регулировок, ни однократного нажатия нету. И это, конечно, неудобно. Но терпимо. Кстати, дворники. В принципе, они хоть и небольшие, но чистят более-менее вполне хорошо. То есть претензий у меня к ним нет. Кнопки управления стеклоподъемниками расположены не очень удобно. Приходится вот немножко изгибать руку. Относительно Solaris они были где-то прям здесь. Очень удобненько. Здесь приходится немножко тянуться далеко и вот изгибать руку. Что, конечно, не очень удобно. Но в целом привыкнуть можно. Так, воздуховоды. Ну, такие простые, банальные. Такие крутилки, дырки огромные. Но нормально, практично, в принципе, сойдет. Полочки всякие разные, бардачок с подсветкой. Далековато. Кармашек здесь, не знаю зачем. Вот этот кармашек очень удобный для планшета. Сюда вставит планшет. И я вот поменял штатную магнитолу, которая здесь была, на магнитолу с навигацией. Ну, честно скажу, стоит она здесь неудобно. Плюс я подключил еще камеру заднего вида, которой тоже практически не пользуюсь. Тоже в нее плохо что видно. Поэтому единственный плюс от нее – это Bluetooth. То есть номера телефонов там вот высвечиваются подсветку достаточно хорошо, видно их. Это удобно. В остальном, ну, про нее я еще отдельно, наверное, буду делать обзор. Регулировка зеркал. Да, осталось, как говорят, на прошлом месте у меня, хотя не было и предыдущей версии Duster. Но, в принципе, нормально. Один раз я выставил зеркала, и все, больше не парюсь.
Рычаг, в принципе, тоже, конечно, выглядит как клюка, но практично сойдет. Управление кондиционером, да, приходится тянуться, сойдет. А до этой штуки, да и тоже, и что там пользоваться-то, раз-два и все. Зеркала здесь небольшие, но поскольку сидишь достаточно высоко, я бы сказал, офигенно высоко после Сорялиса, то в них все видно. Видно зад автомобиля, видно, в принципе, все. У меня вот проблем никаких не возникает. Я к габаритам очень быстро привык. И к тому же здесь огромное заднее стекло, которое все видно. У меня был хэтчбэк, и когда я парковался задом, это было, конечно, ад. Вот. А здесь и камера стоит, а я ей все равно не пользуюсь. Все и так видно. Зеркало заднего обзора тоже небольшое, но поскольку заднее стекло огромное, в принципе, все хватает. Мне его вполне достаточно. Музыка работает достаточно сносно. Здесь стоит 4 динамика, по одному в каждой двери. Хотя, видимо, поскольку все-таки я сижу достаточно высоко, мне не хватает низких частот. Возможно, буду менять или динамики. Ну, двигатель работает достаточно тихо. В принципе, шумоизоляция тоже мне нравится. За 3500 пробега никаких шумов, гремыханий, дребезгов не появилось по салону. Ну, единственная штатная антенна на бездорожье грохочет. И педаль тормоза. Вот, послушайте. Ну, ничего, это же бюджетный автомобиль. Кстати, о тормозах. Здесь задние стоят барабаны, и машина, в принципе, тормозит неплохо, но могла бы и порезче тормозить. Но ничего, в принципе, вполне достаточно. Еще о приколах. Это козырек. Расположен он неудобно, да и маленький. И зеркало водителя, оно никак не закрывается. Но, тем не менее, поскольку сидишь все-таки высоко, его, в принципе, достаточно. Еще по салону приколы. Это подголовники заднего пассажира. Например, вот эти боковые фиксируются только в самом нижнем положении. Центральные фиксируются только в самом высоком положении. Ну и это тоже только в самом низком положении. В принципе, на заднем сиденье вполне комфортно. Места достаточно. Есть розетка для задних пассажиров, которую я планирую использовать для зарядки всяких гаджетов, что, в общем, удобно. А вот, кстати, подстаканник единственный находится здесь. Те подстаканники, которые находятся впереди, но их сложно назвать подстаканниками, это вовсе даже не подстаканники, не знаю что. Розетка на 12 вольт тоже расположена достаточно удобно, я вот ее использую для регистратора. После механики очень трудно привыкнуть к автомату с такой большой разницей по высоте педали, тормоза и газа. До сих пор нога не привыкла и немножко задеваю педаль газа. Еще один прикол — это регулировка фар. Да, здесь она находится очень низко, то есть вот по ходу движения отрегулировать ее невозможно, посмотреть в каком положении, где тут цифры, и это вообще надо постараться. Плюс регулировка вообще непонятная. Не знаю, зачем она, но вот так. Следующий прикол — это штатные коврики. Все бы ничего, они, в принципе, крепятся на свои места, но вот таким вот образом закрывают ручку открытия бензобака. Пэмс! Кстати, про бензобак. Хорошо, что дверца открывается из салона. Вот. К моему неожиданному удивлению, бак здесь всего 36 литров, если я не ошибаюсь. И при расходе в среднем 9-8 литров на 100 километров, это, конечно, мизер. То есть 500 километров не проехать никак, даже в режиме эко. Еще один прикол — это сама крышка. Пробка. Да, открывается она удобно, там в один поворот. Но вот куда ее тут пристроить? Не знаю. Вот только как-то так. Вот.
Ну, это не беда. Все-таки автомобиль бюджетный. Обратите внимание, как складываются зеркала. Хоп. Я даже не знаю, есть какой в них смысл в этом складировании. Но самое интересное, это как они раскладываются. Давайте еще раз. Мне понравилось. Отлично. Из приятных бонусов это открывание капота. Автоматическая палочка. Ну, про двигатель не могу ничего не сказать. Ничего не знаю. 2 литра есть 2 литра. По динамике, в принципе, мне хватает. Хотя, конечно, после механики он достаточно медленный при разгоне со светофором. Естественно, поставил самостоятельно уплотнитель. Его здесь не было. Иначе, мне кажется, двигатель будет настолько запачкан, что просто караул. Потому что летит очень сильно все. Еще про руль. Здесь стоит гидроусилитель руля. И крутится руль достаточно тяжеловато относительно Соляриса. Хотелось бы полегче. Хотя машина управляемая, очень претензий никаких нет по управляемости. Все хорошо. Но вот на бездорожье, конечно, тяжеловато. В руль все отдает, все кочки, руки немного устают. Хотелось бы помягче. В целом машиной я пока доволен. Высоко сидишь, далеко глядишь. По бездорожью ездить значительно комфортнее, не так страшно. Ну и полный привод все-таки помогает. На этом, пожалуй, все. Если у вас какие-то есть вопросы, спрашивайте в комментариях, отвечу или сделаю еще один обзор. Ну что же, меня ждет 30-километровый участок бездорожья. Когда-то здесь был асфальт, но его превратили, как обычно, во что-то другое. И если, так же как и вы, имеете вот такую антенну штатную, то она будет издавать на бездорожье вот такие звуки. Поэтому сейчас я ее сниму. Уже подобрал альтернативу, но пока еще не приобрел. А здесь все равно радио не принимает. Глухой лес.